Это школа. Быть в школе, идти в школу, рядом со школой, благодаря школе. Школа, школе, школу, школой. Какая разница? Как сказать правильно? Какую форму выбрать? Если вам интересно узнать об этом, оставайтесь с нами. Привет! Меня зовут Анна. Добро пожаловать на наш канал. Мы начинаем серию видео, в которых будем говорить о падежах. Сегодня вы научитесь отвечать на вопрос «где» и использовать для этого предложный падеж существительных. Начну я с примеров. Посмотрите на картинки и скажите, что это? Это телефон. А что это? Это сумка. Где телефон? Телефон в сумке. Что сумка? Где в сумке? Другой пример. Что это? Это альбом. А что это? Это фотография. Где фотография? Фотография в альбоме. Что альбом? Где в альбоме? Что это? Это цветы. А что это? Это ваза. Где цветы? Цветы в вазе. Итак, вопрос «где» и предложный падеж. Почему называется предложный падеж? Предлог – это preposition. Предложный – prepositional. Отвечая на вопрос «где», мы всегда используем предлог. Предлог «в» или предлог «на». «В» значит внутри, «на» значит снаружи. Например, что это? Это книга, а это письмо. Где письмо? Письмо в книге и письмо на книге. Что это? Это свитер. Где свитер? Свитер в чемодане и свитер на чемодане. Что это? Это журнал. Где журнал? Журнал на столе и журнал в столе. А сейчас правило. Правило номер 1. Чтобы ответить на вопрос «где», используйте предлог «в» или «на» и окончание «е». Мужской род. Что? Магазин. Где? В магазине. Город? В городе. Парк? В парке. Женский род. Что? Машина. Где? В машине. Посмотрите, А меняется на Е. Машина в машине. Семья в семье. Я меняется на Е. Сумка в сумке. Улица на улице. А сейчас примеры. Где вы были вчера? Мы были в ресторане. Где? В ресторане. Где билеты на концерт? Они в сумке. Где? В сумке. Где играют дети? Дети играют в парке. Где? В парке. Правило номер 2. Предлог «в» или предлог «на» плюс окончание «и». Что? Россия. Где? В России. Италия. В Италии. Германия. В Германии. Здание. В здании. Ие и я меняется на и. Здание в здании. Мягкий знак в конце слова тоже меняется на и, но только в женском роде. Например, площадь на площади. Что? Площадь. Площадь – это она, женский род. Где? На площади. Примеры. Где вы гуляли вчера вечером? Вчера вечером мы гуляли на площади. Где?
на площади. Где вы встречали Новый год? Мы встречали Новый год в Финляндии. Правило номер 3. Иностранные слова, которые заканчиваются на «о» и «у», не меняются. Токио в Токио, такси в такси, метро в метро. Например, в час пик всегда много людей в метро. Где? В метро. Или вчера в такси он забыл шапку. Где? В такси. Конечно же, как и в любом языке, в русском языке тоже есть исключение из правил. Исключение номер 1. Что? Дом. Где? Дома, значит at home. Например, мы были дома весь день. Где мы были? Дома. В доме значит in the building. Например, в этом доме живет моя подруга. Где живет моя подруга? В этом доме. Исключение номер 2. Это группа слов с окончанием на «у». Что? Аэропорт. Где? В аэропорту. Берег? На берегу. Год? В году. Лес? В лесу. Мост? На мосту. Пол? На полу. Сад? В саду. Шкаф? В шкафу. Примеры. Осенью в лесу очень красиво. Где красиво осенью? В лесу. Или мы стояли на берегу и смотрели на корабль. Где мы стояли? На берегу. А сейчас я приглашаю вас выполнить серию упражнений. Для этого перейдите по ссылке, которую вы видите в описании под этим видео. А если вы хотите продолжить изучать русский язык, заходите на наш сайт и регистрируйтесь на курс. Мы будем рады видеть вас среди студентов нашей школы. На сегодня я с вами прощаюсь. В следующем нашем видео мы продолжим говорить о предложенном падеже и о том, как ответить на вопросы о ком, о чем. А если вам понравилось это видео, дайте нам знать, оставив свои комментарии и подписавшись на наш канал. Пока!